Всемирная слава к ней пришла поздно. Некоторые считали ее сумасшедшей и говорили, что это невозможно построить. Свой первый крупный заказ она получила лишь в возрасте 49 лет, когда ей поручили реконструировать Центр современного искусства в Розентале в Цинциннати. Тогда многие сочли этот проект несерьезным, а через 4 года, когда завершилась стройка, газета «Нью-Йорк Таймс» назвала его самым важным американским зданием со времен Холодной войны. Через год после этого происходит уникальное на то время событие. Престижную Прицкеровскую премию, своеобразный аналог Нобелевской только в области архитектуры, получает первая в истории женщина. Женщина, которая в итоге окончательно заставляет замолчать всех тех, кто в нее не верил и называл бумажным архитектором. Автор таких непревзойденных проектов, как комплекс Скайсохо в Шанхае, Центр Гейдара Алиева в Баку, Оперный театр в Гуанчжоу, Национальный музей искусств в Риме, Центр водных видов спорта в Лондоне, мост Шейха Заида в Абу-Даби, Венский экономический университет и многих других. Человек, перевернувший с ног на голову общеизвестные понятия об архитектуре и проектировании зданий. Несгибаемая, сильная личность, которая создала собственный стиль, аналогов у которого не существует. Она не пыталась вписать свои творения в пространство, она сама создавала его заново и всегда выходила за рамки общепринятых. Ее имя в переводе с арабского не случайно означает «сияющий». Она — Заха Хадид, величайший гений нашего времени и герой этого выпуска. Легенда, фигура, не побоюсь этого слова, планетарного масштаба с очень яркой судьбой, но, к великому сожалению, короткой жизнью. Сегодня мы узнаем историю о том, как один человек может изменить все писанные, привычные законы и правила, как смелые нетрадиционные знания преодолевают грань между фантазией и реальностью и меняет понимание того, на что способна современная архитектура. Поговорим о жизни Захи Хадид, ее биографии, о тернистом пути к признанию. Узнаем, чем так уникальна ее работа и почему это имя стало известно на весь мир. Где расположен единственный частный дом, который она спроектировала, и какое наследие она после себя оставила этому миру. Родилась и выросла Заха в 50-м году в столице Ирака, в Багдаде. Страна ее детства только что отвоевала независимость и была либеральных взглядов, ориентированных на западную культуру. Семья Хадид принадлежала интеллектуальной элите. Мама была художником, а отец – крупным промышленником и лидером демократической партии, благодаря чему она могла часто выезжать за пределы своей родины. В 60-х годах она некоторое время учится в частных школах Англии и Швейцарии, а после поступает в американский университет в Бейруте на факультет математики, где впоследствии полученные ей там знания, точные расчеты и формулы помогли обрести свой собственный стиль в работе. В 1972 году в возрасте 22 лет она решает посвятить себя архитектуре и переезжает в Лондон, где поступает в знаменитую архитектурную ассоциацию, которую с блеском заканчивает через 5 лет. Уже во время учебы почти все понимают, что перед ними будущая суперзвезда, а ее учитель, архитектор Рэм Колхас, называет Заху планетой на собственной орбите. Именно у него она будет работать следующие несколько лет, после чего примет решение уйти в свободное плавание и открыть в 1979 году свое собственное проектное бюро Заха Хадид Architects. Женщин-архитекторов в Ираке не было, как, впрочем, и в западном мире тогда их было наперечет. Да и вообще считалось, что слово «архитектор» не имеет женского рода, а специальность испокон веков традиционно мужская. Но целеустремленная Заха не знала сомнений, выбирая свою будущую профессию. Я была очень маленькая, когда родители привели меня на какую-то архитектурную выставку в Багдаде. Даже не помню, кому она была посвящена, но что-то такое я там увидела, и меня это зацепило. Я хорошо помню, как спрашивала родителей, что это значит быть архитектором. Они меня не толкали в архитектуру, но и не пытались разубедить. Наоборот, поощряли и говорили, что у меня все получится. И это, безусловно, меня подстегнуло, как-то вспоминала она. В своей собственной компании в Англии она руководит вместе с Патриком Шумахером, ее правой рукой, с которым они поначалу занимаются оформлением выставок, баров и прочих других небольших объектов. До воплощения в жизнь первых зданий ей предстоит пройти еще длинный и сложный путь. Радикальные и амбициозные проекты Захи попросту отпугивают клиентов. Ее безумная геометрия кажется противоречащей законам физики, и никто не может поверить, что такие здания вообще могут существовать в реальном мире.
Известность приходит к ней в 1983 году благодаря проекту спортивного клуба The Peak в Гонконге. Это такой горизонтальный небоскреб, который должен был запустить карьеру Захи, то есть стать ее первым построенным зданием. Однако из-за отсутствия финансирования этого не случается. Проект сворачивают, и Хадид сталкивается с первым большим разочарованием в жизни. Впрочем, упрямая Заха даже и не думала сдаваться. Она продолжала свои творческие эксперименты, выигрывала различные тематические конкурсы, устраивала выставки, но с реализацией проекта в жизнь дела обстояли по-прежнему туго. Ей восхищаются, но беспрестанно говорят, что это нельзя построить. Почему же так происходит? Ее творчество сформировалось под влиянием русского авангарда, о чем она сама неоднократно говорила в своих интервью. Любимыми художниками архитектора были Владимир Татлин и Казимир Малевич. Да, именно тот самый, который написал известный «Черный квадрат». В этот период ее проекты были больше похожи на абстракции, чем на привычные чертежи. И здесь стоит взглянуть на ее дипломный проект обитаемого отеля моста над Темзой «Тектоник» Малевича, где в самом названии она напрямую отсылает нас к архитектонам художника. Русские авангардисты были известны своей беспрецедентной смелостью в исследовании архитектурной формы. Многие из них используют прием, когда здание словно пересобирается из фрагментов, которые остались от воображаемого взрыва, поэтому дизайн выглядит угловатым, словно сотканным из осколков. Именно этот прием Заха использует для формирования своего уникального стиля. Вообще, ранний период ее работ был близок к деконструктивизму, главной особенностью которого является такое визуальное нарушение законов архитектоники. Все здания кажутся мягкими, неустойчивыми, падающими или расползающимися в разные стороны. Они известны своим футуристическим обликом и устричными формами, благодаря которым грани словно перетекают друг в друга. С самого начала Заха стремится создавать уникальную архитектуру, которой еще не было, и говорит, что штампованный рисунок приводит к штампованной архитектуре. Живопись становится для нее инструментом исследования формы и пространства без привязки к гравитациям и другим условностям, которые сковывают фантазию архитекторов. Свой первый проект, который стал для нее точкой отсчета как архитектора-практика, небольшую пожарную станцию Витра в Германии, она реализовала лишь в 1993. Представляете, к тому времени ей было уже 43 года. И только тогда мир впервые смог увидеть, как ее воображение оживает в строении из кирпича и бетона. Через год, в 1994-м, Заха выигрывает конкурсный проект оперного театра в британском городе Кардифф. И кажется, что вот оно, пришел настоящий успех. «Мне очень приятно, ведь это первый проект для страны, где я живу уже 22 года», — сказала она. Но вскоре случается грандиозный скандал. Консервативное британское общество было шокировано выбором жюри, а пресса трубила. Это разрушение культурных ценностей. Кампания протеста продолжалась целых 1,5 года до тех пор, пока застройщик в итоге не отказался от проекта. И несмотря на это, она все же не унывала, так как понимала, что общество пока еще не готова к восприятию той среды, в которой она предлагала ему жить. Не опуская рук, Заха продолжала сражаться со стереотипами, и в конечном итоге ее вера в себя была вознаграждена. И карьера резко пошла в гору в начале 90-х, когда был принят к реализации ряд проектов. В 2001 году властям старинного Страсбурга во Франции потребовалось организовать автостоянку и железнодорожный узел на окраине города, где жители могли оставлять свои автомобили и пересаживаться на общественный транспорт, чтобы добираться до центра. Именно там требовались ультрасовременные архитектурные решения, и Заха для этой задачи подходила идеально, как никто другой. Ее композиция, напоминающая полотно абстракциониста, изрезана транспортными линиями, которые определяют траекторию движения автомобилей, трамваев, велосипедов и пешеходов. Проект сразу же был отмечен целым рядом архитектурных наград, в том числе премией «Мисс Ван дер Роэ». С начала 2000-х стиль в работе Захи Хадид сильно меняется, и из архитектуры уходит та самая угловатость. «Моя архитектура как кусок льда, попавший в воду. Сначала его края острые, но постепенно он теряет остроту и углы. Теперь это архитектура кривых линий, плавных форм и текучих пространств». Вместе с Шумахером они разрабатывают свой новый, собственный стиль, который называют параметризм. Это архитектура, создающаяся с помощью компьютерного 3D-моделирования, позволяющего создавать сложнейшие формы. Так, вместо привычных прямоугольных пространств появляются криволинейные, вместо повторяющихся форм — уникальные, вместо зданий, противопоставленных природе, постройки, которые органично вплетаются в местность и создают иллюзию искусственного ландшафта. Похожие идеи в архитектуре прошлого можно встретить у каталонца
француза Антонио Гауди и бразильского архитектора Оскара Немейра, которые оба отказались от прямых углов и линий и создавали сложно криволинейные здания. Ее главным источником вдохновения становится сама природа. Цитата. «Люди привыкли считать, что лучшая форма зданий прямоугольная, потому что это типичный способ использования пространства. Что же получается, в природе неправильно используется пространство? Вы же не говорите, придя в парк, какой ужас, тут совсем нет углов». Параметризм перевернул привычное представление об архитектуре. Вдруг в городах появились космические сооружения, которые своим обликом говорят о каком-то другом, светлом и красивом мире будущего. До этого в архитектуре 20 века доминировал функционализм, то есть представление о том, что форма следует функции. Это и стало причиной того, что почти вся модернистская архитектура довольно монотонна и однотипна. То, что делает Хадид, антифункционализм. В ее архитектуре крайне важна форма, и можно сказать, что ее творение существует на стыке трех видов искусств – живописи, скульптуры и архитектуры. Окончательный поворот в творчестве Захи наступил, когда она реконструировала легендарный музей в Цинциннати в штате Огайо, белую коробку, как тогда его называли, превратив здание в гигантскую головоломку. Нью-Йорк Таймс тогда написали, что эту постройку без преувеличения можно назвать самой значительной в Америке за последние 50 лет. И как раз после этой работы заказы посыпались как из рога изобилия. В проекте она переосмыслила все формы офисных и других коммерческих структур вокруг музея и создала иной тип отношений между ними. Ценность музея в том, что его внутренняя организация, открытая окружающей городской среде, раскрывается серией взаимосвязанных, перетекающих друг в друга пространств, представляя неординарную площадку для выставок современного искусства. И именно за эту работу Заха, как я уже сказал в самом начале видео, удостоилась высшей архитектурной награды. Стала лауреатом Прицкеровской премии, которую ей вручили, как думаете, где? В Питерском Эрмитаже. И здесь хотелось бы отдельно поговорить о ее связях и любви к нашей стране. Это замечательная машина, просто удивительное изобретение. Вы закладываете в нее мелодию, любую, какую хотите. Хотите Чайковского, хотите, можете сами что-нибудь придумать. Потом набираете программу. Хочется вам симфоническое исполнение, пожалуйста. Хотите джаз? Будьте любезны. Она все сама сделает, сама все за всех саранжирует, сама все сыграет. Ну, давайте возьмем, к примеру, подмосковные вечера. Хадид неоднократно приезжала в Москву, где выступала с лекциями и мастер-классами. В столице она сотрудничала с группой проектировщиков жилого небоскреба «Живописный Тауэр», который впоследствии, как и, к сожалению, ряд других проектов из-за высокой стоимости, так и не был реализован. А также разработала архитектурный проект бизнес-центра Dominion Tower в районе Дубровки, фасад которого выглядит как сдвинутые тектонические плиты с четким делением на горизонтальные отсеки, и каждый его этаж смещен относительно предыдущего. Заха очень трепетно относилась к наследию советских архитекторов XX века и подчеркивала, что конструктивизм того времени явился одним из главных элементов, повлиявших на стилистику ее творчества. Она была членом Международного попечительского комитета по созданию в Москве музея дома Константина Мельникова и помогала оформлять выставки работ русских художников-авангардистов в Америке. Но главным ее проектом в России стал суперфутуристический особняк Capitol Hill, реализованный в 2018 году в районе Рублево-Успенского шоссе на Барвихе, который по своей форме напоминает такой инопланетный корабль. И это, кстати, единственный частный дом в мире, к которому она приложила свою руку. Резиденция принадлежит основателю российской девелоперской компании Capital Group Владиславу Доронину, который возводил ее более 10 лет для своей, теперь уже бывшей, возлюбленной модели Наоми Хэмптон. Когда Доронин впервые увидел нарисованный на салфетке проект своего дома, он не имел ни малейшего представления о том, как все это строить, но все же согласился. Послушайте, что он сам говорил о Захе. It's very interesting to talk to her. She didn't talk too much, but she was very sharp. She always was to the point. She was very sarcastic. She was very intellectual and smart and sharp woman. It was really tragic what happened. We lost one of the greatest architects from the century.
Оригинальные, смелые работы Хадид всегда были интересны публике. Под ее авторством создавались удивительные проекты в 44 странах мира самого разного функционального назначения, в числе которых железнодорожная станция в Неаполе, архив с библиотекой в Монпелье, научный центр в Вольфсбурге, музей искусств в Копенгагене, проект театра в Марокко, здание администрации морского порта в Антверпене. Последний – это ведущее предприятие Бельгии и второй по грузообороту порт в Европе после Роттердама, от работы которого зависит благосостояние 150 тысяч человек. Перед руководством тогда стояла задача собрать в одном здании всех сотрудников, которые ранее были рассредоточены по офисам всего города. Многогранный остекленный объем одновременно напоминает указывающий на реку нос корабля и алмаз. Антверпен – это мировой центр гранения и торговли бриллиантами. Размещение пристройки, точнее надстройки, именно сверху открывает взгляду все 4 фасада исторического здания, которые особенно хорошо видны из-за его расположения у воды. В память об авторе новой штаб-квартиры площадь перед ней была названа в ее честь и получила адрес – площадь Захи Хадид, дом 1. Важно также отметить и жилые проекты, и одним из самых ярких ее авторства стал 11-этажный футуристический комплекс апартаментов 520, совсем не имеющий углов. Это первое здание Захи в Нью-Йорке, которое она создавала в последние годы своей жизни. И, к слову, этот комплекс является еще одним из самых дорогих в городе. Помимо культурных и научных сооружений, в ее портфолио входит немало объектов спортивного назначения. Самыми узнаваемыми стали Центр водных видов спорта в Лондоне, Национальный стадион в Японии, ну и, конечно же, знаменитый стадион в Катаре, где в 2022 году проходил чемпионат мира по футболу. В середине 1999 года правительство Инсбрука организовало международный конкурс на реконструкцию лыжного трамплина, который тогда выиграло бюро Хадид. Заха смогла превратить узкоспециализированное сооружение в общественное пространство с кафе и смотровой площадкой. Расположив их на 40 метров выше пика горы, она подарила зрителям уникальную возможность наблюдать за спортсменами, летящими выше горизонта. Австрийские власти, вдохновленные этим экстравагантным сооружением, заказали у нее спроектировать для города еще конгресс-центр, зоопарк и 2 моста. За эту работу она получила австрийскую государственную архитектурную премию. Помимо этой и главной архитектурной премии, Заха была удостоена также и множеством других престижных наград, среди которых дважды была премия Джеймса Стерлинга Королевского института британских архитекторов. В 2010-м за здание Национального музея искусств 21 века в Риме, а в 2011-м за среднюю школу Эвелин Грейс в Южном Лондоне. А в 2014 году спроектированное ей Шумахером здание центра Гейдара Алиева в Баку получило награду «Дизайн года» от британского музейного дизайна. Волнообразное здание, практически не имеющее прямых линий, включает в себя просторный музей, выставочные залы, аудиториум и офисы в стиле минимализм. Интересно также и то, что в ее проектах почти отсутствует национальный колорит, но при этом всем они сохраняют единый стиль и неповторимость, почерк которого можно сразу же узнать в любой точке планеты. При всей своей сложности архитектуры Хадид, а она действительно очень сложная в исполнении, поэтому ее, кстати, всегда не любили инженеры, для которых каждый проект был беспрецедентным вызовом. And the construction company said, we cannot build that, we need to have much bigger leg. And Zaha Hadid, no, we cannot do that. You have to find out the solution. But I want to see this leg, because otherwise proportion of the building will be completely different. Отсылает нас к природным формам, песчаным дюнам, живым клеткам, коралловым рифам и холмам. Она изменила наше представление о возможностях архитектуры, показав, что архитектура кривых линий – это не фантазия о будущем, а наша с вами реальность. И ведь не зря Заху заслуженно часто называют королевой природы. И, к слову, говоря об этом, я сразу же вспоминаю очертания проекта Национального центра России в Пресненском районе Москвы, глядя на рендеры которого, кажется, что здесь архитекторы вдохновлялись как раз именно ее футуристичными формами, только добавили от себя на крышу наш Оренбургский платок. Заха как-то призналась, что в юности она мечтала петь и моделировать одежду. Отчасти в будущем так и получилось. Ее интересы не ограничивались одной только архитектурой. Она проектировала яхты и машины авангардного дизайна, экспериментировала с интерьерами и выставочными пространствами, создавала театральные декорации и коллекции мебели. Плотно работала с ювелирными компаниями, принимала участие в разработке дизайна сумок в коллаборациях с Louis Vuitton, Icon, Beck и Fendi, а также одежды и обуви совместно с Adidas и Lacoste.
Многие предметы интерьера, созданные ее бюро, были вдохновлены ее же зданиями и напоминали их форму. Даже в этой деятельности Заха не боялась искажать перспективу, лишая привычных линейно-угловых ориентиров. Так, предметы мебели, сантехники или отделочные материалы в ее исполнении выглядят словно выходцы из другого измерения, и далеко не сразу можно понять, какой именно предмет обстановки перед тобой. Мне очень нравится делать что-то в малых по сравнению с архитектурой масштабах. Это совершенно другое чувство, потому что полный цикл от наброска до вещи всего несколько месяцев, в отличие от архитектуры, где иногда приходится ждать много лет. Я не могу сказать, что проектировать столик легче. Совсем нет, просто его проектировать быстрее, так же как туфли или браслеты. Я всегда страстно увлекалась дизайном, потому что мои здания таковы, что не каждый предмет будет выглядеть в них органично. И мне всегда приходила в голову мысль, что же мы в итоге сюда поставим. Может, это сделать самой, рассказывала она. У ее творчества была и обратная сторона медали. Она отдавала всю себя без остатка искусству, и это не позволило ей создать собственную семью. Заха говорила, что ее семьей были сотрудники ее бюро, коих было более 500, а детьми она считала свои проекты, количество которых превышает 1000. Я по-настоящему восхищаюсь этой удивительной, сильной женщиной и мощным архитектором нашего времени. Ее несгибаемой волей, упрямством в хорошем смысле, силой духа, большими амбициями, уникальным талантом и принципами, которым она оставалась верна до конца. Она всегда была на шаг впереди остальных. Вот только представьте, она начинала создавать невероятные, фантастические проекты еще задолго до появления компьютеров и сложных программ для проектирования. Она не шла ни на какие компромиссы и часто рисковала остаться просто бумажным архитектором. Она работала в суровом мире мужчин, где постоянно приходилось доказывать, что ее творения имеют право на жизнь. Я хорошо помню свои эмоции, когда впервые увидел вживую ее здание The Opus в Дубае, которое сильно выделяется на фоне среди и так крутой, необычной застройки района Бизнес-Бэя. И, к слову, это единственное здание, где она создала еще и внутренние его интерьеры. И когда попадаешь в лобби, дух просто захватывает. Окончание стройки своего проекта в 2020 году она так и не увидела. Заха ушла рано, в 2016 в возрасте 65 лет. Неожиданная для всех смерть застала ее в зените славы и, безусловно, стала по сей день невосполнимой утратой. Кто-то считает, что здание Хадид – футуристическая ерунда. Они непрактичные и неудобные в эксплуатации, сложные для навигации и вообще не соответствуют потребностям пользователей и их жизненным процессам. Я же считаю, что они таковыми и не должны быть. Вот, к примеру, такие всеми любимые итальянские автомобили, как Ferrari и Lamborghini. Разве удобные? Практичные? Нет, конечно же нет. У них и не было как таковой задачи изначально. Была совершенно другая – вызывать яркие, неподдельные, ни с чем не сравнимые эмоции. Так и здесь. Проекты Хадид не масс-маркет, а если бы они таковыми и стали, то сразу же потеряли свой шарм, стали обыденными. Ее стиль сейчас узнают в любой точке мира, у нее масса последователей, а ее бюро одно из самых известных и уважаемых. Ее работы – это поистине шедевры, которые запоминаются на века. О ней говорят, ей подражают, на нее равняются, но все-таки ей нет равных. Как в свое время стал архитектурным прорывом Сиднейский оперный театр, так и здания Захи Хадид доказывают нам, что в этом мире нет ничего невозможного, даже если вам 20 лет подряд говорят, что вы не правы. Подписывайтесь на канал, здесь мы обсуждаем все тонкости рынка недвижимости, говорим об архитектуре, рассказываем про старты новых объектов и показываем самые яркие и самые красивые проекты современной Москвы и Дубая.